Вы на канале Военный обзор, я Иван Савин. Я Влад Кубраков. Сегодня у нас обзор снаряжения, частичный обзор экипировки «Ратник» и довольствие воздушно-десантных войск. Я вместе с Владом проходили срочную службу в Вооруженных силах России. Я был призыв 1.15, он призыв 2.15. Да, призыв 2.15. Я ввиду своей войсковой специальности и вообще военной специфики с экипировкой «Ратник», к сожалению, не сталкивался, в отличие от Влада. Собственно говоря, сейчас он вам все и расскажет. Еще раз всем здравствуйте. Я проходил службу в воздушно-десантных войсках Российской Федерации. Сначала я попал после распределения в 38-й отдельный гвардейский полк связи воздушно-десантных войск. Он находится в Медвежьих озерах, это Щелковский район Московской области. После чего, после прохождения 4 месяцев службы где-то, я был переведен в 98-ю воздушно-десантную дивизию, располагающуюся в Иваново, и попал в 217-й гвардейский парашютно-десантный полк. И часть снаряжения, которая находится на данной плащ-палатке, была моей экипировкой на время прохождения службы в этом парашютно-десантном полку. На данной плащ-палатке представлено снаряжение, которое использовалось в моем полку. Хочу сказать сначала пару слов, что ввиду того, что я попал после полка связи по распределению, моя специальность была мастер аппаратный. То есть я попал в роту связи. Но я решил собирать всю свою выкладку на военнослужащего разведывательной роты. У меня было несколько знакомых там, поэтому я мог как-то подбирать снаряжение, как они мне советовали, что у них было, что у них не было. В частности, у меня был знакомый, он был старший разведчик, и у него был автомат АКМС, где-то 66-го года выпуска, построенный гранатомет, боекомплект в количестве 8 магазинов, штык-нож к нему, который представлен также. По трилогиям выдавались гранаты. У нас, правда, в основном были РГО и РГН, но также в некотором количестве на складе имелись гранаты F1 и РГД-5. Это было крайне мало, но тем не менее они были. Также с поступлением ближе к октябрю, перед полковыми тактическими учениями, которые проходили в другой области, нам выдался комплект 6Б-52, который частично также представлен. В него входила лопата саперная нового образца, индекс я точно не помню. Она носилась на ранце патроном. Соответственно, что на ранец, что на саперную лопату на чехол шилась бирка, кому она принадлежит. Выдавались разгрузки ШШ-117, в зависимости от того, у кого какая специальность. Например, механикам-водителям она вовсе не выдавалась, им выдавался ковбой, накладки на шлемофон, они также шлема не носили 47-е. Вместе с 117-й разгрузкой в комплекте шел подсумок под рацию типа 1П-187 «Азарт». Шел в комплекте подсумок под противогаз, бирка шилась на это место. Шел комплект 6Б-51, это комплект защиты суставов, наколенники, налокотники соответственно. Хочу еще отметить, что на время прохождения моей службы в полку связи в Щелково у нас были шлема типа 6Б-28, и также были шлема 6Б-71М. Также у нас были вместо 117-х разгрузов 112-е. Когда попал в Иваново, у нас, как выяснилось мне при переводе, бронежилеты типа 6Б-45 и бронешлема типа 6Б-47 в мой полк поступили еще в 2013 году, как только вообще эти средства индивидуальной бронезащиты вообще попали в армию массово. Поскольку у меня полк был боевой, и дивизия считалась боевая полностью.
Также в комплекте 6B52 шли вот такие вот фонарики типа 6E2. У него, соответственно, 3 цвета и сам фонарь. Также у него есть возможность, сейчас покажу, стробоскоп на всех цветах и на чем только можно. Ну, довольно удобная штука, в полях нам она пригождалась. Также в комплекте 6B52 шли очки 6B50 противоосколочные. Шел масхалат 6A122, он двухсторонний, очень удобная штука. Мы одевали его на те же поля, куда мы ездили. Ну и также, соответственно, поскольку я был 2.15, я призывался первый призыв в офисной форме. У меня она была синяя, чем-то немножко напоминает, по крайней мере, форма одежды 4, она напоминает, извините за выражение, форму охранника. Вот, я еще помню, у меня одноклассник, я с ним призывался в один день. Он попал в морскую пехоту. У него была такая же черная форма, и мы друг друга подкалывали то, что ему на спине не хватает нашивки охранника и security в том духе. Ну так, воспоминания. И, соответственно, наш призыв после прохождения службы в учебке, хотя даже на половине всей этой учебки, учебной роты, нам выдавалась форма одежды ВКПО. Соответственно, поскольку я был зимний призыв, у нас был зимний бушлат, шапка-ушанка, гортексы, которые на данный момент не представлены по виду того, что сейчас немножко другой сезон, соответственно, форма одежды другая. Вот. Осень. Переход формы производится с 15 октября по 15 апреля, соответственно, зимы на лето и с лета на зиму также. Вот. Это флисовая кофта зимой носилась. Носился зимний бушлат, ушанка, гортекс, как я уже сказал. Нам выдавались перчатки двухпалые, ВКПОшные, довольно удобная, теплая вещь. А уже летом мы носили непосредственно летнее ВКПО, которое здесь не представлено. Ветровлагозащитный комплект. Вообще почти не пропускает воду, пока ты его не порвешь на самом деле. В этом выдавались у нас вот такие вот фуражки. Кстати, не фуражки, а кепки. Именно старого образца, не как представлены у Ивана, а именно вот такие. Собственно, у меня тоже со службы. Трофей, скажем так, у одного из моих непосредственных начальников. Также у нас в комнате хранения оружия лежали противогазы ПМК-3 на каждого, но нам их не выдавали в том плане, что никто не хотел нести ответственность за них. Нам выдавались обычные противогазы типа ГП-5 и ГП-7, которые никому не было жалко. Это типа были учебные противогазы с гремящими банками иногда, которые периодически с матом-перематом заменялись. Также на службе у нас были вот такие вот десантные котелки. Каждый из них должен был вот так пробиркован обязательно. Соответственно, подкотельники на самом котелке и на фляжке. В комплекте с бронежилетом шла транспортная сумка, как представлена, черная, но никому не выдавалась, даже офицерам, потому что у нас была такая своеобразная обстановка. И также бы я хотел отметить, что поскольку я был 2.15, нам выдавались первые модели облегченных берц, которые, к сожалению, лопались в течение 2 недель до месяца, подошва трескалась, и мы заменяли их то, что мог родить, грубо говоря. На мне на данный момент представлены берцы компании Faraday. Они предназначены для офицерского состава, на них быстрая шнуровка, как это видно, также подошва типа крокодил. Вот. Я считаю, что это наиболее удачные модели этих берцев, поскольку я их эксплуатирую уже в течение полугода.
У меня ни разу они не текли, у меня никогда в них не мерзло и не было жарко ногам. Такие берцы использовались также у меня в полку, как и офицеры их носили, также носила часть контрактных служащих. Также у нас любили носить берцы старого образца кожаные, производства БТК и Фарадей, поскольку они были намного качественнее, чем первые две модели облегченных берцев. Также я хочу сейчас вам рассказать немножко о том, какая была форма одежды, потому что в каждом гарнизоне, у каждого командира части, командира полка были немножко свои требования, они могли разниться. В первую очередь, как обычно в вооруженных силах, шевроны нам выдавали только в призывном пункте, соответственно, я призывался железнодорожного, и нам выдавались шевроны на офисную форму. Это был полукруглый шеврон триколора, и мне выдали шеврон ВВС, поскольку шевронов десантных у них не было, они были похожи. Как нам сказал один из сотрудников, типа, вам и так сойдет, вы все равно типа за свой счет будете покупать их. Ну, так и получилось. Ну, как я перевелся в Иваново, у нас были вот такие вот шевроны, соответственно, они были не из фетра, а из подобия кордуры, я не знаю, как правильно назвать. В чем их плюс был, они никогда не пушились, их было легко, если что, отстирать. Также хотелось бы отметить, что шевроны типа именного носили в основном контрактно служащие. Но под конец службы, даже я бы сказал, на половине службы, мне надоело носить шеврон полка, я решил носить свой именной. До этого у меня был вот такой вот шеврон полка. 217-й гвардейский парашютно-десантный полк. Также, когда рота заступала в такие наряды, как караул, усиление караула и антитеррор, нас заставляли одевать шевроны защитного цвета, соответственно, шеврон рода войск. Здесь в державне находится венок, который символизирует знак отличия воздушно-десантных войск. Триколор, именная нашивка и нашивка подразделения именно полка, шеврон вооруженных сил и шеврон самого полка моего, в котором я проходил службу. Также мы носили эти полевые шевроны, когда мы убывали на учения. В частности, я принимал участие в учениях КСОР ДКБ. Это было взаимодействие 2016, проходило оно в Псковской области, в Красных Стругах. Было около 9 представителей вооруженных сил наших государств, союзников. Казахи, армяне, таджики, узбеки, белорусы. Я там примерно находился месяца 2. Я убыл в начале июня, прибыл в конце августа. Теперь, когда мы закончили с обзором экипировки, перейдем к индивидуальному оружию. В частности, я хочу вам представить АКМС, который часто использовали в разведроте моего полка. На нем, соответственно, стоит построен гранатомет ГП-25, именуемый «Костер». К нему в комплекте идет резиновый треник «Калоша» в простонародье. Также идет алюминиевый магазин, который предназначался именно для воздушно-десантных войск. О нем я расскажу чуть попозже. И также иногда, но очень редко, я наблюдал прицельный прибор ночной стрельбы, сокращенно ППНС. Он предназначен для стрельбы в сумерках. Когда темно, он светится сине-зеленым огоньком. Здесь находится третий. Хотел бы рассказать вам немножко об автомате КМС. Я разговаривал непосредственно с военнослужащими, которые проходили службу в данной роте, которые находятся на службе по контракту. Я спросил, а почему вам не выдают, допустим, те же АК-74М? На что мне ответили, у 74М в основном используют такие специальности военнослужащих, вроде как водитель БМД, водитель просто техники. Непосредственно разведчикам выдается ИКМС, поскольку он более надежный
Как я уже повторялся, у моего товарища был автомат 66 года, весь затертый, с деревянной рукояткой непосредственно, ну, на приводе конкретно бакелитовая. И также еще хотел немножко рассказать насчет алюминиевых магазинов. Из плюсов я хочу отметить только вес магазина и, скажем так, специфический вид. Из минусов я хочу отметить тот факт, что с него быстро слетает краска. Он довольно-таки, у него очень маленький ресурс. Буквально после 10 полных зарядок-разрядок у него стачиваются губы, которые удерживают боеприпасы внутри магазина. Собственно говоря, это все. Хочу выразить огромную благодарность Владу за то, что помог записать этот интересный и, по сути, уникальный ролик о экипировке «Ратник» и особенностях оснащения воздушно-десантных войск Российской Федерации. И я надеюсь, что вы поставите нам лайк, оставите комментарий, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, это очень важно. И сделайте репост этого видео во всех тематических группах и так далее. Также дополнительно хочу поблагодарить людей, которые ухаживают за полигоном РСБ. Верно же? Вот. Поддерживают на нем порядок. И приглашаю всех играть на этом замечательном полигоне. Был я на многих полигонах, но этот имеет особое очарование, так как это в прошлом была часть связи, которую я очень люблю. Итак, на этом все. Вы смотрели канал Военный обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До скорых встреч. Пока.